Доброго дня, братцы и сестрицы, господа! Сегодня мы продолжаем нашу серию о том, что в хорватских школах учат о других славянах. Сегодняшняя тема – Российская империя со времен Петра I до конца правления Екатерины II. В конце я расскажу свое мнение о содержании этого урока, так что не уходите, не пропускайте. Пользоваться на этот раз мы будем новым учебником. Он называется «Повесть 3», на русском это «История 3». Авторы Желько Голевац, Мира Колар Дмитриевич и Hrvoje Петрич. Кстати, у Hrvoja Петрича я слушал лекции по истории Габсбургской монархии, когда учился на историка в магистратуре на философском факультете в Загребе. По этому учебнику мы занимались в 3 классе гимназии, то есть когда нам было примерно лет 17. Это как раз то время, когда у меня полностью пробудился интерес ко всему славянскому. Ну, давайте коротко посмотрим на содержание учебника. В целом он посвящен времени от 18 до начала 20 веков. Это так называемый длинный век, если кто-то в теме. Итак, о славянах мы учим в рамках тем Россия и Польша в 18 веке, потом Хорватия в 19 веке, Наполеон, революции в Европе в 1848-49 годах, Россия второй половине 19 века и восточный вопрос и балканские страны во второй половине 19 века. На экране будет изображаться текст на хорватском языке, а вслух вы будете слушать текст на русском языке, естественно. Учтите, что ошибок в русском языке может быть немало, так как я пытался как можно ближе переводить к хорватскому тексту, для того, чтобы понять структуру языка как таковую. В XVIII веке Россия продолжила распространять свои территории в Евразии и постепенно преобразовывалась в мировую силу. С договором с Китаем в Нерчинске Россия в 1689 году получила признание своей власти над всей Сибирью до Тихого океана. С 1689 по 1725 Россией правил император Петр I, известен еще как Петр Великий. Он старался модернизировать феодальную российскую державу и приблизить ее к Западной Европе. Чтобы поближе познакомиться с европейскими достижениями, Петр Великий на протяжении 1697-98 годов путешествовал по Европе. Он посетил Голландию и другие страны Западной Европы. На своем путешествии император особенное внимание уделил исследованию кораблестроительства, морской и военной техники, то есть изучению морской и военной техники. По образцу западноевропейских правителей, прежде всего под влиянием французского абсолютизма Люя XIV, Петр Великий правил Россией как абсолютист. Он значительно ограничил права российских бояр, а в 1689 году в крови подавил восстание стрельцов. Чтобы Россию как можно эффективнее приблизил к Европе, он старался открыть для России выход к морю. У турок уже в 1696 году отобрал Азов. Из-за своих завоевательных склонностей он пришел в конфликт с Швецией, государыней Балтии. А тогдашний шведский король Карл XII старался увеличить силу Швеции и подчинить себе Восточную Европу. Итак, в 1700 году началась война России и Швеции. Эта война известна под названием Нордийская, в хорватской литературе, естественно, или Северная война. Когда после победы у Нарвы в 1700 году Швеция ворвалась в Россию, Петр Великий применил типичную российскую тактику. Позволил врагу войти вглубь России, далеко от их запасов и подкреплений, а потом в самое для шведов неподходящее время напал на них. В Полтавской битве 1709 года русские победили шведов. Карл XII заключил союз с Османской империей. Турки победили российские войска. С подписанием мирного договора при Пруте в 1711 году Петр Великий был вынужден отдать Азов туркам. Тем временем в 1721 году вступил в войну с Великой Британией, Ганновером и Пруссией. И впоследствии это улучшило обстоятельства для России. Карл XII погиб в 1700
в 18 году, а Швеция потерпела поражение. Северная война была закончена. Подписанием мирного договора в Нейштаде в 1721 году Швеция уступила России свои упорные пункты на Балтике, а Петр Великий провозгласил себя императором всех русских, то есть всей Руси, и, построив российский флот, попытался закрепить приобретенное господство на Балтике. Походом на Персию 1722-23 годов он распространил господство России в области Закавказья, которое Россия после его смерти утратила. При Петре I Россия стала европейской сверхдержавой. С помощью иностранных советников Петр Великий построил современную армию и организовывал централизованное внутреннее управление. На устье Невы в Финском заливе он в 1703 году построил новую столицу – Петроград, Санкт-Петербург. Да, Петроград. У нас в хорватском языке, как и в ряду других славянских языков, более принято название Петроград, а не немецкое Санкт-Петербург. В 1709 году он упростил кириллицу. В том же году он подавил крестьянское восстание под предводительством Кондратия Булавина. В своем стремлении превратить Россию в современное государство Петр Великий не выбирал средств. Чтобы заставить своих подданных бриться по европейской моде, он поставил на улицах полицейских задачей бдительно следить за этим. В 1718 году он казнил собственного сына, наследника престола, Алексея Петровича. Русскую православную церковь он полностью подчинил государству. Он поддерживал развитие рынка, ремесла, горного промысла, основал школы и проводил другие реформы. Так как Россия в его время распространялась до Дальнего Востока, Петра Великого интересовало, соприкасаются ли где-нибудь Азия и Америка. Поэтому он нанял датского исследователя Витиуса Беринга и отправил его исследовать этот вопрос. В 1728 году он открыл морской пролив между Азиатской и Американской сушей. В честь его он был назван Беринговым проливом. После этого Россия овладела Аляской, которую в 1867 году за малую сумму денег продали США. Екатерина II. После смерти Петра Великого на русском престоле поменялось несколько правителей или их заместителей. Жена Петра, Екатерина I, с 1725 по 1727 год. Петр II Алексеевич с 1727 по 1730. Племянница Петра Анна с 1730 до 1740. Иван III Антонович 1740 и 41 и Анна Леопольдовна 1741-42 годов. Дочь Петра Елисавета Петровна с 1742 и Петр Федорович 1762 года. Основные особенности этого времени были рассыпничество, ухудшение положения крепостных и самоволя дворян. Прогресс был достигнут только в области науки и культуры. В 1726 году была в Петрограде, в Санкт-Петербурге основана Академия наук, а в Москве в 1755 году было открыто первое российское всеучилище, то есть университет. Россия участвовала в Австро-Турецкой войне с 1737 по 1739 год, а в 1756 году вошла в Семилетнюю войну на стороне Габсбургской монархии и Франции. После того, как в 1762 году был убит Петр III Федорович, который до этого заключил мирный договор с прусским королем Фридрихом II, на престол поднялась жена Петра Федоровича, Екатерина II, по происхождению немка, известна еще как Екатерина Великая. Она правила Россией до 1796 года. Основные черты ее правления – это просвещенный абсолютизм и открытый империализм в смысле политики территориального распространения. Екатерина II провела новые реформы, организовывала современную юридическую систему, развивала земледелие, на территорию России переселила многочисленных немецких переселенцев, страну разделила на губернии, строила школы, гимназии и так далее. При этом она нередко пользовалась крайней крутостью. Из-за нехватки образованных чиновников и малочисленных горожан эти реформы были не самые успешные. Несмотря на то, что под влиянием
просвещенного абсолютизма устроила законодательную комиссию, Екатерина II задержала в своих руках исключительно централистическую организацию страны и абсолютную власть. Новые привилегии дворянства укрепили статус крепостных, а российское доминирование лишило прав многие народы под их властью. В 1773 году началось восстание казаков и других народов Поволжья под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева. Императорская армия в 1775 году в крови подавила это восстание, а Пугачев был арестован и казнен в Москве. В Великой войне против Османской империи, которая длилась от 1768 до 1774 года, Россия завоевала полуостров Крым, получив выход к Черному морю. С мирным договором в Кучук-Кайнарджи в 1774 году завоевания Российской империи были подтверждены, а российский император, то есть императрица, получила право защищать всех православных христиан под властью Османской империи. После этой войны с турками в союзе с Габсбургской монархией был заключен мирный договор в Яши, с которым Россия получила Черноморский порт Одессу и таким образом закруглила свои черноморские владения. Между 1772 и 1795 годом Российская империя участвовала в разделах Польши, присоединяя восточные части польской державы, в которых жили преимущественно литовцы, белорусы и украинцы. Ну и на этом все, что касается России на данный период, а также части белорусов и украинцев. Что я могу сказать? Ну, в отличие от того, что мы о восточных славянах узнавали из предыдущих учебников, тут информации намного больше. Упоминаются даже все правители России с Петра I по Екатерину II. И мне кажется, что даются довольно качественные характеристики этого времени. Если вы считаете, что еще что-то надо было бы добавить, ну, естественно, учтите это в контексте Хорватии и так далее, да, напишите об этом в комментариях. И вообще, как вам кажется, об этом времени в Хорватии учим много о России или, на ваш взгляд, слишком мало? И попробуйте это как можно лучше обаргументировать. Мне самому очень занимательно. Мне лично очень не хватает информации, которая плотнее связывает судьбы разных славянских народов, особенно в положительном смысле. Например, факта, что российский флот организовывал южный славянин, бокельский хорват. Ну, некоторые считают его сербом, конечно же. Его звали Матия Змаевич, или по-русски Матвей Христофорович Змаевич. Он был из Пероста в нынешней Черногории, а в России он особенно связан с городом Воронежем. Занимательно, что именно он, южный славянин, был организатором флота России. Разумеется, он связан и с Хорватией, поэтому для меня тем более странно, что он тут даже не упомянут никак. Еще один большой пропуск – это факт того, что вообще на этом месте не упоминается влияние идей Крижанича на то, как Петр I преобразовывал империю. Между его идеями и реформами Петра I слишком уж много сходств, согласитесь, те, кто разбирается в теме. Очень жаль еще, что касаемо эпохи Петра I вообще не упоминается труд хорватского католического священника Мавро Урбини, автора знаменитого труда «Il Regno degli Slavi» или «Королевство славян». Его труд императору Петру I представил именно Матия Змаевич, которого я уже упомянул. Говорят, что одно из первых действий Петра I как императора было устраивание перевода этого труда на русский язык и его издание в русской среде. Считается, что эта книга значительно повлияла на идею панславизма и на идею России как защитницы всего славянства. К сожалению, такие данные в учебнике в этой главе вообще не поданы, и нам их в школе вообще не подавали. Упомянутые мною хорваты остаются важным памятником хорватско-российской дружбы. И я заметил какую-то закономерность в учебниках многих славянских стран. Когда говорится о всяких конфликтах и плохом опыте с другими славянами, тогда этой информации довольно много. А когда говорится о положительных вещах, то есть о примерах сотрудничества, вот такого, как то, о чем я говорил сегодня, это практически вообще не упоминается. Почему это так, я не знаю. Я очень против всяких теорий заговора. Ну, и тут остается такой вопрос. Почему
мы, славяне, должны учить именно об этих конфликтах, а не о положительных точках в нашей истории совместной. Конечно, я не против, что говорится о конфликтах, но у нас бы намного более уравновешенный взгляд на своих соседей, братьев и так далее был, если бы мы получали с одной стороны и конфликты, а с другой стороны также все положительные моменты. Вы согласны с этим утверждением? Всех благодарю за внимание и увидимся в следующий раз. Здравствуйте, братцы и сестрицы славяне!